Кашель – ответ на раздражение. Это могут быть слизь или мокрота, накопившиеся в органах дыхания, пыль, едкие запахи, механическое раздражение. Отличить аллергический кашель от простудного важно. Основные симптомы простуды и аллергии схожие – чихание, заложенность носа, слезотечение, а лечение и препараты разные. Выделить только аллергический и простудный кашель мы не можем. Также коклюш может давать длительные кашли, которые мы не можем отнести ни к аллергическим, ни к простудным как таковым. Но, в принципе, основное отличие аллергического от простудного. Если кашель у ребенка продолжается больше 2 недель, необходимо обратиться к терапевту с вопросом, не аллергический ли кашель у меня. В принципе, кашель должен разрешаться достаточно быстро. Если с аллергическим кашлем бороться лекарствами от простуды, симптомы не уйдут и будут сохраняться продолжительное время до тех пор, пока не будет выявлена причина – аллерген. Если кашель продолжительный и малопродуктивный, ребенок кашляет, но у него не откашливается, врач может заподозрить, не провоцирует ли этот кашель аллергический компонент. Аллергия дает дополнительный отек к воспалительному. От этого все дыхательные пути суживаются и отхождение мокроты и самого дыхания значительно ограничиваются. Поэтому нужно очень внимательно относиться к тому, при наличии малопродуктивного, длительно текущего кашля, задуматься о том, а не аллергия ли это у моего ребенка, и обратиться к врачу, попросить дополнительное обследование, чтобы выяснить, да или нет.